Здравствуйте, уважаемые зрители канала, дорогие пациенты. Меня зовут Усатенко Елена Валерьевна, я врач-психотерапевт. Сегодня мы поговорим о психогенном кашле. Психогенный кашель – это не диагноз. Психогенный кашель – это симптом, проявление или даже группа симптомов и проявлений респираторного характера, которые связаны с нервными или психическими расстройствами. Психогенный кашель часто встречается в рамках навязчивых состояний. Это кашлевой тик у детей или вегетативная дисфункция дыхательной нервной системы у взрослых. Такие состояния прежде были не так уж часты, но в последнее время в связи с большим ростом коронавирусной инфекции, которая поражает преимущественно дыхательные пути, сосудистую систему, такой психогенный кашель становится все более и более актуален. С чем это связано? Связано это с двумя основными проблемами. Первая проблема – это большое количество информации, пугающей информации, противоречивой информации по поводу опасности коронавирусной инфекции. Такая ситуация, когда много негативной информации, опасно тем, что склонные тревожные люди, мнительные, воспринимают ее чаще всего на свой счет и склонны прислушиваться, фиксироваться к себе в поисках симптомов коронавирусной инфекции. И по механизму негативного самовнушения, как правило, появляются дыхательные симптомы, симптомы нарушения дыхательной системы. Это одышка и кашель. Вторая большая проблема, которая сейчас связана с психогенным кашлем, это кашель уже перенесших пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Такой кашель возникает вследствие того, что нервная система часто является также пострадавшей вследствие этой вирусной инфекции. У 2/3 пациента обычно находятся какие-либо неврологические или психические расстройства. И часто в структуру этих расстройств входит навязчивый кашель и одышка. Как же отличить психогенный кашель от органического, воспалительного, например, кашля? Существуют достаточно четкие критерии психогенного кашля. Первое – это то, что психогенный кашель существенно, в очень большой степени нарушает функционирование и повседневную жизнь человека. Связано это с большой тягостностью данного симптома. Люди очень фиксированы на ощущениях в области грудной клетки, дыхательных путей, потому что психогенный кашель, помимо самого кашля, сопровождается большой тревогой, иногда депрессивными переживаниями, ощущениями безысходности, страха, наличия какого-то серьезного заболевания дыхательных путей или, например, коронавирусной инфекции. Этот страх неотступно большую часть дня сопровождает жизнедеятельность такого пациента. То есть это навязчивый страх, это навязчивые мысли. Кроме того, такой пациент постоянно ходит и обследуется, он постоянно ищет причину своего кашля и тратит на это очень много энергии и сил, что тоже является признаком того, что кашель психогенный. И такой кашель длится, как правило, хронически, более 6 месяцев. Кроме клинических проявлений психогенного кашля, большое значение имеет реакция пациента на стандартную терапию у терапевта или пульмонолога. Как правило, 2 стандарта терапии не приносят результата, и тогда есть большое основание обратиться к психотерапевту или психиатру. Конечно же, предварительно нужно пройти все обследования, которые исключают воспалительный процесс. Сюда относится клинический анализ крови, рентгенологическое исследование легких и дыхательных путей, и иногда спирограмма, которые показывают функции легких. В случае, если отклонения, которые найдены в данных исследованиях, незначительны или полностью отсутствуют, это большой показатель, важный показатель, что кашель носит функциональный психогенный характер. Итак, как же лечат психогенный кашель? Существует 2 направления, и, как правило, помогает комплекс мероприятий. С одной стороны, это психотерапия, то есть это гипносуггестивная психотерапия, внушение, особенно детям помогает прямое или внушение в гипнозе, релаксационные методы, расслабление, самовнушение помогает. А также помогает психофармакотерапия, то есть лекарственные препараты, снимающие тревогу. Как правило, используют транквилизаторы, седативные средства или, более редко, антидепрессанты. Важно вовремя обратиться к специалисту, потому что такой кашель часто хронизируется и является потом в последующем привычным ответом на любой стресс, на любую перегрузку и существенно снижает качество жизни. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на наш Инстаграм и YouTube канал. До свидания, здоровья вам!